Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Продолжается марафон вашей любимой рубрики. Уже скоро мы приблизимся к юбилейному выпуску. Сегодня мы взглянем на следующие крипипасты. И список прямо сейчас у вас на экране. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! По традиции мы начнем со смертельных файлов. Первый файл называется Chris, really? MP3. Описание следующее. Данный файл является музыкальным треком общей полной длительностью 12 минут и 44 секунды, формата MP3, с битрейтом 128 кбит в секунду, записанный в режиме IBR, John etc. С 22 февраля 2009 года входит в состав хранилища особых материалов Массачусетского подразделения группы файлов 21. Подчиняется константам особых файлов и имеет степень опасности H001. Автор, дата создания и происхождения трека неизвестна. Треки ID3V1 и ID3V2 в оригинальном файле пусты. Название аудиозаписи не расшифровано. В оригинальном треке были обнаружены фрагменты 17 различных аудиофайлов. 12 из них являются зарегистрированными в базе хранилища особых материалов, 3 являются обычными аудиофайлами, 4 неопознаны и на 30 мая 2009 года находятся на изучении учеными группы Файлы 21. Среди 12 зарегистрированных фрагментов файлов, обнаруженных в треке, 4 носят класс опасный и имеют рейтинг H001, 7 носят класс средний с рейтингом от M001 до M004 и один файл класса относительно безопасный с рейтингом S001. 4 неопознанных файла, предположительно, носят класс от M004 до H03, средний опасный. Влияние файла такое. По данным наблюдений и экспериментирования, влияние данного трека на человека. Во время после прослушивания у 100% испытуемых возникает чувство неосознанного страха и беспокойства. Ну нахер. Повышается сердцебиение, ускоряется пульс, проходят перепады артериального давления, расширение зрачков, тошнота, головокружение и так далее. У 68% испытуемых ощущение беспокойства, страха и растерянности. Это пиздец. Вот по-другому это не назовешь. После прослушивания трека продолжалось на протяжении от 8 до 84 минут. У 30% испытуемых это ощущение длилось более 2 часов, до 2% прослушивания трека сказалось неблагоприятными на протяжении около 2 суток. Пиздец. Впоследствии 8% испытуемых умерли в период 4-7 дней после прослушивания трека. Это печально. 47% были вынуждены пройти 3-месячный курс психиатрического лечения. Сука, вы что, серьезно? Остальные 44% прошли недельный курс реабилитации и впоследствии не наблюдали признаков психических и физических недомоганий и заболеваний. По заявлению экспертов и данным эксперимента, наиболее негативные и опасные последствия наблюдались на 7 участках трека. При детальном изучении этих участков было выяснено, что именно они особенно сильно влияют на испытуемых. Для безопасного ознакомления из трека было вырезано 9 фрагментов. В полученном экземпляре степень опасности была снижена на 77%, но при этом негативное воздействие трека все же сохранилось. Среди вырезанных участков было опознано 4 файла высокой опасности и 3 неопознанных. Среди всех 12 обнаруженных в треке файлов были обнаружены такие известные аудиофайлы, как Needles, MP3. Case 36. Уф, Аказа Шимуру. MP3. Налустен 3. MP3. Дефкод. Ог. Саматон 78. Уф. Начание. MP3. Hal Foster. Уф. Star Farriers. MP3. а также некоторые секретные запрещенные аудиозаписи. 2 мая 2009 года произошла утечка с компьютера сотрудника хранилища, и копия урезанного трека была обнаружена на одном из форумов. Менее чем через час администрация сайта оказала содействие и полностью удалила файл со своего сервера. Интересно. Также файл был обнаружен еще на 4 сайтах и был своевременно удален оттуда. Благодаря содействию с хостерами и некоторыми провайдерами была произведена операция по поиску и очистке большинства сегментов интернета от копий данного файла, а также упоминания. На 26 мая 2009 года утечка была устранена на 98%, учитывая количество людей, успевших таки скачать файл. На 30 мая 2009 года файл перемещен в архив охраняемых и закрытых ресурсов.
Дело и материалы плюс копия файла строго засекречены. Второй файл называется foreverfairy.avi. Forever Free AV – это видео, по слухам, сводившее людей с ума, не подчиняется константам особых файлов. Многие сейчас вспомнят небольшой форум, существовавший под названием Freedom. Он просуществовал всего год, после чего был неожиданно закрыт. После закрытия форума многие стали рассказывать байки о том, почему же его все-таки закрыли. Многие рассказывали о видео, которое сводило людей с ума. Эта история как раз про него. В последние месяцы существования форума на нем появился странный раздел с глупым и неясным названием 666FF, созданный неким анонимным лицом. Долгое время раздел пустовал, поскольку был закрыт для редактирования другим участникам. В последнюю неделю существования сайта в разделе главных новостей была помещена запись об обновлении загадочного раздела. К этому времени название и создатель раздела вызвали большой интерес у других обитателей форума. Аккаунт создателя был удален, но от его имени каким-то образом был добавлен один единственный пост. Этим постом и был видеофайл под названием foreverfree.avi, добавленный в раздел 666FF. Видео вызвало сильнейший интерес, и сразу же после добавления просмотры полились рекой. Я надеюсь, что также после того, как я добавлю это видео, просмотры также польются рекой. Ладно, отошли от дела. Счастливчики, уцелевшие после просмотра, рассказывают: включив видео, первые 5 секунд человек видит пустой черный экран, после чего резко появляется пугающая надпись с участием цифр и букв. You will be forever free soon. После этого вы услышите нарастающий непонятный шум. Картинка начнет постепенно переходить в другую. Надпись пропадает, и на экране появляется подвал. Мрачный, грязный и сырой подвал. Шум становится все громче и громче. В одной из стен подвала неожиданно появляется дверь. Шум становится невыносимым, и он становится все ближе и ближе. Неожиданно для пользователя дверь открывается, но за ней нет ничего, кроме тьмы. Вдруг шум переходит в ужасный отчаянный крик тысячи голосов, а из тьмы открытой двери в подвал врывается существо. Оно все покрыто шерстью и больше всего похоже на адскую смесь волка и человека. Оно неспешно приближается и смотрит в камеру и скалится. Крики переходят в отчаянный писк, после чего на 3 секунды появляется новая аналогичная надпись Now you forever free. По данным расследования, видео с таким названием и похожим содержанием есть и на YouTube. Вы его видите сейчас на своих экранах. Оно было выложено в 2013 году. Однако оно черно-белое, в нем полностью нет звука. Возможно, его убрали из-за психологической нагрузки. То самое ли это видео или просто фейк, сделанный по истории, окончательно неизвестно. Найденное видео абсолютно безопасно, но внезапное появление существа в конце может напугать. Третий файл называется город.мкв. В 2005 году 5 школьников, гуляв по заброшке, нашли на 6-м этаже у окна кассету с названием «Город МКВ». Потом они пошли к другу, у которого был VHS-проигрыватель. Они вставили кассету в проигрыватель, и запустилось видео. Они стали его смотреть, на нем был изображен город, и вдруг начались жуткие звуки. И после просмотра видео все, кроме одного, побежали на кухню со слезами на глазах. Они все выпрыгнули из окна. Друг отформатировал кассету и выложил это видео на YouTube. От него скончалось 30 человек, выпрыгнув из окна. И это видео потом поместили на какой-то неизвестный сайт, и вскоре его достали оттуда и повторно выложили на YouTube. Следующий файл называется loca.mp4. Эта видеозапись была найдена где-то в 2006 году в одном из заброшенных домов Воронежа на VHS-кассете обычным человеком, чье имя не разглашалось. Некоторые исследователи предполагали, что это так или иначе связано с пропажей 11-летнего ребенка 4 ноября 1989 года, ибо коридор слишком похож. Сначала показывается коридор, по которому кто-то идет с фонарем. На фоне играют нагнетающие искаженные звуки. Присутствует куча помех и также слышны шаги и посторонние шумы. Человек ходит по коридору, осматривает его, а потом слышит звуки из комнаты. Он туда заходит, дверь шкафа открыта, и предположительно оттуда на секунду выглядывает какой-то высокий человек с блестящим лицом. Это может быть маска. Идут помехи. После житель обходит всю комнату и осматривает все вещи. Судя по всему, часы показывают 10 часов утра.
После этого идут небольшие помехи. Далее начинается самое жуткое. Под столом блестит нечто 2 раза. Судя по форме, это режущий предмет. И житель дома осматривает комнату еще. Дальше появляется громкий пугающий звук. Сменяющейся частотой показывается фигура с ножом и в шляпе, словно приделанный туда монтажом. Также появляется красный злой череп с белыми глазами, а надпись под ним гласит «Not you will found». На долю секунды начинает дергаться предположительно портрет этого человека в золотой маске. Скелета, так как он же в шапке. Запись обрывается. Не доказано, но судя по выводам, на некоторых людей видео имеет негативное воздействие. Очевидцы рассказывали, что после просмотра у них началась необъяснимая тревога, и они начали постоянно смотреть под кровать или под стол. Также у некоторых развивалась боязнь черепов и костей в любом их проявлении. У некоторых началась мигрень, и даже аспирин не помогал. А у шестерых в течение 6 суток были небольшие суицидные мысли. Летальных исходов не зафиксировано. Один исследователь, смотревший это видео из развалившейся паранойи, не мог ходить на работу. На 3 дня у него развилась бессонница. У него крутилась фаза Коэс Лока в голове, поэтому его родственники посоветовали обратиться к психиатру. Фобии прошли уже через неделю. На других людей видео не оказывало влияния, а только вызывало тревогу на время просмотра. Видео вполне безопасное. Но смотрите с осторожностью. Видео было оцифровано и переделано в формат MP4. Большинство помех убрано. Следующий файл называется ohmygod.swf. Этот файл программы был замечен на файлообменнике rghost.ru в 2009 году. Подпись к этому файлу была такая. А господи, блин, упс, вы должны это видеть? Это просто офигенно. И если вы это не посмотрите, вы будете жалеть об этом всю жизнь. Качаем, качаем. Судя по количеству скачиваний, 1075, подпись действительно сильно влияла на людей, принуждая их скачать этот файл. При открытии этого файла открывается окно флешплеера размером 320 на 240 пикселей. Если флеш проигрывателя на компьютере не имеется, программа откроется в Internet Explorer, так как Internet Explorer имеет встроенный флеш-плеер. Если же на компьютере нет Internet Explorer, то при открытии этого файла он перезагрузится. И в открывшемся окне появляется кнопка AMG. При нажатии на эту кнопку на экране высвечивается маленькая девочка, лет 5, прыгающая на скакалке и пристально смотрящая в экран. При попытке закрытия окна появляется ошибка. The gateway system is blocked. А при попытке открытия диспетчера задач, программа ohmygod.swf дублируется на экране компьютера. После 10 минут просмотра флешки девочка начинает прыгать на скакалке очень быстро. Ее лицо становится грустным, и она говорит, что устала. Через 15 минут просмотра девочка уже максимально быстро прыгает на скакалке, истерически рыдает и кричит, что если не перестанет прыгать, то умрет. Через 20 минут работы приложения девочка перестанет рыдать, перестанет прыгать на скакалке и падает на пол без чувств. Во время просмотра с человеком творится что-то необъяснимое. На начальных минутах он смотрит в одну точку, на 10-й минуте он начинает тихо плакать. На 15-й минуте он рыдает и повторяет «My God, my God». А после того, как девочка падает на пол и умирает, пользователь начинает истерически смеяться, высунув язык и показывает на труп девочки на экране. У всех людей с неуравновешенной психикой, посмотревших эту флешку, были обнаружены признаки шизофрении и психического расстройства. Пиздец. В начале 2010 года файл был удален с файлообменника. Также неизвестно, сколько копий этого файла имеется на сегодняшний день. Что касается расследования данного файла. Хотя история выглядит правдоподобно, но скорее всего файла не существует. Логично. Далее по списку у нас идут сразу 2 файла под названиями Stop.avi и Dead.avi. У данных файлов отсутствует подобная информация, и единственное, что я вам могу предложить, так это посмотреть данные файлы. Но перед тем, как вы посмотрите их, я хочу предоставить слово своему коллеге-блогеру Black Forest. И, естественно, перед обзором я решил посмотреть эти смертельные файлы и скажу на чистоту. Я обосрался конкретно. Да ладно! Для того, чтобы вы прочувствовали все то, что я почувствовал, то я предлагаю вам насладиться этими файлами. И, пожалуй, начнем с файла под названием Stop.avi. Но так как описания к этому файлу нет, так что предлагаю просто насладиться вам этим смертельным файлом. Итак, пожалуй, приступим к просмотру.
Всех впечатлительных лиц и детей до 18 просим приглушить свои гаджеты и желательно отойдите от них на безопасное расстояние, поскольку там происходит настоящая жесть. И помните, мы за последствия не отвечаем. Вот таким было первое видео. Теперь, не задумываясь, переходим ко второму. А вот каким было второе видео. Со смертельными файлами у нас все, а теперь приступим к обзору взломов телеканалов. Первый взлом произошел на телеканале Карусель. Дата, время и подробная информация по данному взлому отсутствует, поэтому сразу же разберем его содержание. Видео начинается с заставки программы «Навигатор новости». Далее идут помехи и появляется скример «Wit of Doom». Затем еще два скримера и видео с мышкой, которая танцует. Потом опять скример, а затем черный экран с надписями на латинском. И затем заставка программы «Навигатор новости». После анонса мультфильма появляются кадры из вайоминского инцидента, который я уже обозревал в первом выпуске рубрики. И снова два скримера. Далее появляется фотороза из Барбоскиных и надписи «Она красотка, она следит за тобой» и «Она в твоей комнате». Затем эфир возвращается в обыденное состояние. И еще один взлом телеканала «Карусель», который произошел уже в 2023 году, 23 часа 40 минут по местному времени. Подробная информация также отсутствует, поэтому сразу же разберем его содержание. Взлом начинается с анонсов мультфильмов. Их сюда вставлять я не буду, так как могут заявить на это видео. Далее идут помехи и черный экран с цифровыми часами. Далее появляется видео Микки Маус в конвульсиях, и затем черный экран с надписями «Молодец, ты это пережил», «Можешь выключить телевизор», хотя ты его можешь не выключать, если хочешь. И эфир возвращается в обыденное состояние. Дальше у нас идет взлом телеканала СТС от 13 октября 2012 года. Вот его рассказ от очевидца. Всем привет! 13 октября 2012 года, 14:00 по местному времени, произошел взлом СТС. Я успел это заснять. После того случая, как я узнал, многие обращались в больницы с тошнотой и головной болью, а взломщика так и не нашли. Сука, вы что, серьезно? Теперь разберем его содержание. Начинается видео с программой «Галилео». Далее идут помехи и видеоряд, содержащий кадры из Петр-инцидента, 6996, Пермского ТВ-инцидента и инцидента Первого канала 2012 года. Данные крипипасты, кроме Пермского ТВ-инцидента, я обозревал в предыдущих выпусках. После этого эфир вернулся в норму. Следующим у нас по списку идет взлом телеканала Матч ТВ в Астрахани от 4 июля 2017 года. Описание к данному взлому отсутствует. Я уже посмотрел его содержание и могу сказать, что он вполне безобидный. Чтобы вы хоть как-то вникли, я покажу его содержание во всей красе. Почтальон.
Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Следующий взлом произошел на телеканале «Россия-1» 15 марта 2007 года. Описание и подробная информация отсутствуют, поэтому мы сразу же разберем его содержание. Видео начинается с рекламного блока, потом появляется видеоряд с непонятным содержанием и текстом следующего содержания. «Онэм, почему ты меня бросила? Онэм, у меня кровоточат уши от этих звенящих звуков, послушай». И затем нам показывают лица с белым фильтром, после чего эфир вернулся в норму. И на 3 секунды появляется непонятный текст. Далее у нас идет взлом телеканала «Солнце» от 14 декабря 2022 года. И вновь отсутствует подробная информация по нему. Ну ладно. И поэтому разберем его содержание. Видео начинается с анонсов телеканала, затем эфир прерывается необычным переходом, затем показывается настроечная таблица и табличка ожидания сообщения правительства, которую сделал один пользователь YouTube еще в далеком 2013 году. После чего появляется скример телекомпании ВИД, который я, кстати, использую в качестве основного скримера в конце видео, и эфир вернулся в обыденное состояние. А теперь рассмотрим взлом, который произошел на московской программе ТЦ СССР в 1987 году. История идет со слов очевидца. Я решил приехать к своим родителям, чтобы убрать старый шкаф и поставить новый. Из шкафа падает какая-то кассета. Она, если честно, была очень старая. Там даже была наклейка из СССР. Я поставил старый шкаф в коридор и сразу пошел вставлять в магнитофон. Как раз он был в комнате моих родителей. Решил перед этим спросить у мамы и папы про кассету. Они сказали то, что это кассета из путешествия. Я решил посмотреть ее. Была изображена яхта и какой-то концерт. Ну, очень интересно. Потом пошли помехи. Подумал то, что это из-за того, что кассета старая. Логично, не правда ли? И неожиданно появляется черный экран с надписью «Ошибка Ленина». И я вспомнил то, что я точно такое же видел в 11 лет по московскому каналу. Интересно. Я тогда неплохо навалил кирпичей. На записи звук сначала пищал, а потом начал говорить какой-то искаженный голос. Он говорил рандомные слова, имена и цифры. Потом под надпись исчезла, и пошли помехи, тот самый концерт снова появился. Я пошел к родителям снова, и они сказали, что это не запись отпуска, а взлом эфира. Они решили это посмотреть, и мой отец чуть не потерял сознание от увиденного. Я решил забрать кассету домой, оцифровал ее и пошел выкладывать в интернет. Рассмотрим его содержание. Видео начинается с демонстрации яхты. Затем появляются помехи, и на черном экране появляется текст «Ошибка Ленина». И эфир вернулся в норму. Вот такой вот короткий взлом. На очереди у нас взлом, именующийся как инцидент на канале Мульт. Он произошел 30 ноября 2020 года. Информации о данном взломе нет, а значит разберем его содержание. Начинается видео с настроечной таблицы. Затем появляется табличка «Воздушная тревога», и после этого идет какой-то мультфильм. И появилась надпись «Я уже дома». Потом появилась другая надпись «Давай тихонько поиграем». И следом 3 надписи «Стоп», «Что-то об этом знал», «Мы скоро увидимся в 3 часа ночи». И эфир вернулся в обычное состояние. И последний на сегодня взлом называется «Перехват эфира РЕН-ТВ». Он произошел в 2007 году. Вот его описание со слов очевидца. Мой дед любил записывать сериалы на РЕН-ТВ. Давным-давно он эти записи хотел уничтожить, но я эти записи забрал себе. Там было еще много таких записей. Но, к сожалению, мои родители его отложили в какую-то картонную коробку, где там валялись еще ненужные вещи. Когда я искал старые семейные фотографии в коробках, разбираясь, я обнаружил странный DVD-диск с надписью «РЕН-ТВ Солдаты 5». Посмотрев запись диска, я был шокирован. Когда шел сериал, начали появляться помехи, и затем было показано непонятное видео, где человек с камеры бегал за людьми. После этого эфир восстановился на свое место. Пересмотрев запись, я не смог разобрать, что это было. Да ладно! Ну а мы вместе с вами поможем разобрать содержание этого взлома. То есть мы сами его разберем. Начинается ролик с анонса сериала «Солдаты», который прерывается помехами. И начинается то самое видео, о котором было сказано ранее. Потом эфир пришел в нормальное состояние.
На этом, пожалуй, мы закончим данный выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Напомню, что уже скоро мы приблизимся к юбилейному выпуску. А на этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на мои Play и Live каналы. Там тоже выходит крутой и интересный контент. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. Telegram, Discord, VK, Steam и другие. И по желанию поддержать канал денежкой. Все ссылки в описании. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.